Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Второй расклад на неделю с 9 по 15 сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Как карты видят события ближайшего будущего, события ближайших дней для вашего знака, но планетарно Венера в прекрасном аспекте, в гармоничном аспекте для всех нас, и поэтому важные соглашения или гармонизировать свою жизнь, но в разных сферах, договориться с нужными людьми или совершить какие-то важные разговоры с любимым человеком, или даже, может быть, найти компромисс с людьми, которые вам нужны, или нужно достичь этого компромисса, решить какой-то сложный вопрос, а прежде у вас это не получилось сделать. Чего бы ни касалось, вот как раз прекрасное время для себя сделать где-то с более мягкими энергиями и с большим результатом. Давайте будем узнавать. При этом будем, конечно, реалистами. Любой прогноз о личной истории каждого из вас не расскажет. Но если мы будем рассматривать как один из тысячи вариантов, то и подсказки, я верю, у нас получится какие-то либо найти, либо прочитать. Или какой-то пазл у нас сложится. Давайте будем узнавать в нашем традиционном еженедельном прогнозе. Первый вопрос: что важно знать? Какие энергии предпочтительны или какой сферой жизни придется заниматься? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или какие энергии могут вам помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? Может быть, и вы чего-то не замечаете или не придаете значения, или кто-то скрывает. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, учеба, документы. Энергия денег на неделю. Личная жизнь, тоже энергетика, как карты видят. И на оракульной карте ангелы. Спроси у ангелов. Вот мы давайте с вами спросим, достанем одну карту, которую откроем в конце нашего расклада. Какой совет для вашего знака зодиака дадут карты? Что же будет важно? Праздник, тройка чаш. И это праздник с друзьями, или это праздник с теми, кого вы уже знаете, или какое-то радостное событие. Мои дорогие, в целом хорошее настроение. Это, наверное, все то, что по Венере я говорила в самом начале. Давайте нечего добавить. Неожиданности, вот решение каких-то личных вопросов. Прекрасная карта двойка чаш, карта любви, карта верности, карта взаимопонимания, карта доброго отношения к человеку вашего и человека к вам. Ну, какая-то личная история, может продолжение особенное получить. Или вы будете решать что-то по части вашей личной жизни. Может быть, если прежде была дружба, и надо сказать действительно, планетарно прекрасный аспект. Более того, 15 числа, может, 15 числа как раз Венера в хорошем аспекте к Юпитеру, который находится в Близнецах. И как какая-то новость или важное решение по части личной жизни тоже может быть как квинтэссенция, почему нет. Но и на всю неделю здесь, правда, преобладают энергии гармонии. Когда мы хотим о ком-то заботиться, и когда о вас хотят заботиться. И это когда мы понимаем друг друга без слов, когда мы чувствуем друг друга. Какой-то восхитительный союз нам описывают. Конечно, я понимаю, допустим, для тех, кто один или одна, надо подумать всерьез, а как-то, может быть, завершить свой сольный вариант. И кто знает, может быть, отправившись на какую-то вечеринку или на какое-то событие, как торжество, вы можете познакомиться. Но то, что знакомство может состояться совершенно в какой-то новой компании, или, может быть, в той обстановке, где вы не предполагали, или ваши вот такие энергии, более добрые, они как раз словно вас уводят, может быть, от каких-то дел и будут способствовать тому, чтобы это, в принципе, знакомство состоялось. И тогда оно может состояться где угодно. Давайте посмотрим, чему сейчас не время. Ну вот и не время. Девятка жезлов. Это когда мы уходим в какую-то зону, сами себя помещаем, изолированности. Или в зону ограничений. Когда мы так напряженно смотрим, наблюдаем за каждым и думаем, ага, а что от тебя ожидать?
Вот, наверное, не время ставить какие-то сомнения, не время огораживаться от мира, не время тому, чтобы словно перед самим собой или самой собой закрыть какие-то горизонты. Не время быть, в принципе, каким-то недоверчивым или более таким, знаете, прагматиком. Вот выйти как будто нужно, наоборот, из зоны ограничений. Что же вам помогает? Любовь. Волшебное время. Видимо, какой-то праздник буквально может помочь и для тех, кто хочет, желает познакомиться. Тогда нужно выйти из замкнутого какого-то пространства. Может быть, это замкнутое пространство в ментальности, когда вы сами себя огораживаете или просто сидите и ждете. Не выходите буквально судьбе навстречу. Может быть, мало знакомств, потому что вы работа-дом, дом-работа, все. А значит, нужно как-то расширить возможности или буквально куда-то отправиться, потому что помогает именно любовь, взаимопонимание. Помогает где-то и если мы переложим на вопросы работы, какая-то добрая новость, есть что-то такое счастливо-радостное на этой неделе, что может просто окрылять. И тогда вот улучшается настроение, и мы становимся более легкими на подъем. Мы как раз и хотим завершить какое-то одиночество. Впустите радость в свою жизнь, мои дорогие. Для вас это просто важно знать. Какой-то праздник у вас должен состояться. И это все помогает. Ну, посмотрите, карта будущего, что скрыто. Вот ты сейчас еще пока не видишь, как будут разворачиваться события. Но это карта якоря и момент перехода. И девушка наша, она словно на мгновение остановилась, ждет волну буквально с серфингом. И она продумывает, все ли я взяла с собой. А идет она налегке, ничего нет, только серфинг. Вот что-то очень важное вы должны сохранить и развить. Или использовать какую-то возможность. Что-то не отложить потом, на потом. Или не устроить себе сеанс самокопания или каких-то, знаете, доводов за, против. Или вот что-то, знаете, подойти к решению какого-то вопроса, который больше касается чувств, а вы к нему, если подойдете с позиции логики и рационализма, каких-то конструкций ума, то вот этому не время. Наоборот, нам говорят, какая-то личная история. Может быть, каким-то восхитительным продолжением на будущее. А вы этого можете не видеть. Вот кто-то может от этого отказаться. Продумайте. Да, и пусть это дела, работа, бизнес, но это еще и документы, карта страшного суда. И это не суд не страшный, это карта возрождения, освобождения от боли, от страданий. И нам показана словно девушка, посмотрите, она поднимается на поверхность. Из глубины каких-то ненужных эмоций. Может быть, из какого-то недопонимания. Или из тех ограничений, которые вы сами себе установили. Поэтому это точно не одиночество. То одиночество как будто не время. И, кстати, по работе тоже, ведь это страшный суд. И правда, мы благодаря таким добрым энергиям можем уладить очень многие вопросы. Может быть, даже по документам завершить. Может быть, у кого-то были вопросы в суде. Я могу такое допустить. И вы чувствовали, как вот я ограничен в своих возможностях. Или пока не получу решение суда, я не буду чувствовать себя свободным. Но у вас постепенно какой-то вопрос решается. И тогда для кого-то это может быть уже очевидно решение суда. Мы говорим про суды. Если у кого-то действительно совпадает. Хотя страшный суд не про суды. Но все же по одной карте сложно судить. И у кого-то это может с юриспруденцией напрямую совпасть. Тогда вы уже будете видеть направление, чем это все закончится. И вашим как будто освобождением, вашими бонусами или тем, что что-то для вас с большим плюсом или с большими процентами каких-то плюсов в конечном итоге решается. Это по этой карте, пусть в другой колоде, эта карта еще истинного успеха называется. Когда, да, этот успех, который придет в последующие годы, ведь это карта будущего. Но вот на этом этапе, конечно, мы не можем быть вот такими прагматиками, мы не можем предугадать все до мелочей, но как будто идти вперед стоит. Выплывать буквально пора. Давайте посмотрим, что по финансам. Волшебные карты у вас какие-то, мои дорогие.
Карта сила, карта возможностей. Да, уравновесить силу стоит всегда. Быть дипломатом, не потратить чего-то сверх того, что вы собирались. Хотя у вас и сильная позиция по финансам. Вы можете решить многие вопросы. И даже если у кого-то патовая ситуация, и нужно, допустим, раздобыть сумму денег, чтобы закрыть какой-то платеж, у вас это тоже получится. И если вам необходимо было, допустим, как смена работы, по разным причинам, у вас получится как раз найти то направление, где вы будете наиболее востребованы и останетесь довольны по заработкам. Но ведь все эти карты, они говорят о ваших действиях. Самое главное, о вашей решимости. И лояльности к миру, быть открытым миру. Не уходить, в какую-то зону ограничения, в очередной раз повторяю. Почему? Потому что все остальное нам говорит о другом, о возрождении, о каких-то новых возможностях, мои дорогие. Нечего добавить, это правда, что в личной жизни. Выйти из этого отшельника. Но кто-то в этом отшельнике может и остаться. Это все то, что я говорила по 9 жезлов. Во-первых, вам никто не мешает. Но тут задача в том, чтобы не помешать самому себе. По отшельнику это мудрец, поэтому нам говорят, подходи мудро к каким-то вопросам. И если мы в контексте, что ты, может быть, чего-то опасаешься, или вот эта позиция отшельника для тебя, она более понятна. Может быть, ты долгое время жил как отшельник, или надеялся сам на себя. Но поверь, что последующие события, которые ты теперь можешь не видеть, они как раз для тебя покажут, что лучше быть именно в каком-то союзе. Да, никто не мешает, но вот именно какое-то ваше правильное решение, которое глубоко в вас самих. И здесь не совсем в материальной плоскости, ведь отшельник – это тот дервиш, который идет вперед, какой-то жизненный путь. И вот у вас выпадает таким образом, мои дорогие карты, выпадают, что словно какой-то союз может быть благословлен, как на небесах. Когда уже не я один иду, а когда мы вдвоем, когда мы на одной волне, когда есть и верность, когда есть и взаимопонимание, есть и честность, и искренность. Только мечтать о таких взаимоотношениях. Но мы можем ничего этого не достичь, если мы словно находимся в какой-то прежней своей позиции и не пытаемся какую-то историю изменить. Больше радости действительно внести в вашу жизнь. Карта совет. И вот конкретно спроси или попроси помощи у кого-то другого. Может быть, и есть какая-то ситуация в вашей жизни, и нам говорят, где-то это пересекается с тем, что я сказала. Намного приятнее продолжать свой жизненный путь с надежным человеком или с каким-то восхитительным союзом. Быть с кем-то на одной волне, когда понимаем друг друга без слов. Это так важно, чем вот ты сам по себе. Да, сам по себе это сильная позиция, но лишь в том контексте, когда тебе никто не мешает. Но есть возможность все же как-то разнообразить свою жизнь. Или когда тебе кто-то будет как в помощь, который будет с тобой заодно. Давайте я еще одну карту достану. Не об одиночестве эта карта, а о союзе. 2 ангела. Давайте еще одну, как карта совет. Решайся на что-то. Вот конкретно так. Правда, какое-то важное решение вы делаете на этой неделе. И жизнь может заиграть вот всеми красками, как радуга, палитра чувств, возможностей. Все как-то по-другому, все более слажено, все в балансе, в гармонии. А можем вот так вот холодно остаться где-то при своих мнениях, при своем видении. Безусловно, решать вам. У кого-то это может быть и более такой глобальный вопрос. Все же это только карты. Но я бы не сказала, что вам отшельник на последующий период будет очень помогать. Да, мы время от времени вынуждены словно уходить в себя, чтобы решить какой-то вопрос. Или то, что касается лично нас, продумать. И нам это где-то помогает. Но согласитесь, тысяча еще ситуаций в нашей жизни, когда помогают именно добрые партнерские отношения. Когда не только страсть какая-то присутствует,
а именно взаимопонимание. Вот как будто вас разворачивают в сторону такого союза. И если у вас ничего такого нет, две карты даже ангелов говорят, что ну вот решись на что-то. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.